Анна всегда держалась особняком. В школе ее считали серой мышкой. Скромные свитера, аккуратные косички, вечные книги под мышкой. Она редко разговаривала с одноклассниками и старалась не попадаться на глаза тем, кто любил унижать слабых. Но именно это и привлекало к ней внимание хулиганов. В тот день звонок только что прозвенел, и длинный коридор школы был полон ребят. Кто-то спешил на урок, кто-то болтал у шкафчиков, кто-то смеялся над свежими слухами. Все изменилось за секунду, когда трое старшеклассников перегородили Анне дорогу. «Эй, книжница!» — с издевкой протянул высокий парень с наглой ухмылкой. «Опять спряталась за своими тетрадками? Может, покажешь хоть раз, что ты человек, а не библиотечный призрак?» Толпа сразу насторожилась, запахла неприятностями. Анна сделала шаг в сторону, но другой парень, более крепкий, резко выбил у нее из рук стопку учебников. Книги с глухим стуком разлетелись по полу. «Ой-ой, аккуратнее!» — засмеялся третий, самый дерзкий. «Смотри, девочка, мы помогли тебе разгрузиться». Анна почувствовала, как внутри все жалось. Она наклонилась, чтобы поднять книги, но в этот момент грубая рука ухватила ее за рубашку. Дернули резко, ткань треснула. Разорванный ворот и хруст ниток эхом отдался в ее сердце. Толпа загудела. Кто-то прыснул от смеха, кто-то ахнул от шока. Лицо Анны вспыхнуло красным, не только от стыда, но и от ярости. В голове промелькнули слова отца: «Дзюдо — это не драка. Это умение защитить себя, когда тебя загоняют в угол. Ты сильнее, чем думаешь». Она выпрямилась. Впервые за все время ее голос прозвучал громко и твердо. «Хватит!» Хулиганы растерялись лишь на мгновение. Один из них шагнул ближе, протянул руку, чтобы снова схватить ее за плечо. Но произошло то, чего никто не ожидал. Резкое движение, и его тело взлетело в воздух. Взмах ее бедра, и он с грохотом рухнул на пол. Толпа взорвалась возгласами. «Что?» — выкрикнул второй, кидаясь на нее. Но Анна, как будто сама стала другой, перехватила его руку, развернула корпус, и парень полетел через ее плечо, врезавшись спиной в шкафчики так, что из них посыпались тетради. Третий хулиган рванул вперед, но на его пути была уже не робкая девочка. Одним четким движением она схватила его за запястье, развернулась и бросила через бедро. Он пролетел несколько метров по полу, скользя как кегля, сбитая шаром. Шум в коридоре смолк. Толпа застыла, будто время остановилось. Анна стояла посреди коридора, дыша глубоко, ее глаза сверкали. Она поправила остатки порванной рубашки, наклонилась, спокойно собрала свои книги и сказала: «Никогда больше не трогайте меня». Ее голос был тихим, но прозвучал громче любого крика. Хулиганы, поднявшись с пола, не смели взглянуть на нее. Один держался за спину, другой за руку, третий еле поднялся с колен. В их глазах не было больше насмешки, только страх. В толпе раздались шепоты. «Ты это видел?» Она их уложила всех троих. «Анна, дзюдоистка?» Кто-то из ребят даже захлопал, но тут же осекся, боясь нарушить тишину.